Привет всем! Вы на канале Ирена Адлер. Сегодняшняя распаковка будет на 100% настоящая, потому что в ней посылка, которую я получила из Чехии, и эти украшения я купила оптом в интернете. Все, что я буду вам показывать, я буду держать в руках тоже первый раз, и для меня тоже будут эти украшения сюрпризом, потому что, покупая таким образом в интернете, на качество фотографий можно не рассчитывать. Все, что ты на них можешь увидеть, это очень приблизительно. Так, получилось здесь 3 пакета. Это было 3 отдельных как бы лота. Будем рассматривать все по порядку. Начнем с комплекта с кристаллами АБ. Почему-то я уже забыла, что это были кристаллы АБ. Мне казалось, что это гранатовое стекло. Но нет. Так, это браслет, колье и брошь. Вот такой комплект украшений. Кристаллы целые. Конечно, это украшение периода Чехословакии. Это, наверное, 80-е, а может быть и 90-е. Все очень красиво выглядит. Сияет и блестит. Вот такой интересный комплект. Так, второй пакет я высыпала, и вот уже камушки вылетают отсюда. Отодвину все это в сторону, как обычно, чтобы камера не расфокусировалась. Буду доставать по одному экземпляру. Очень старая брошь. Она без иглы. И здесь утрачено аж 3 кабошона. Не знаю, что можно будет с ней сделать. Подумаю об этом потом. Красивый кристалл. Все очень грязное. Все это надо чистить, естественно. Так, ну это что-то такое простое. Напоминает семечки с какого-то вот растения, но возможно это стекло. Не знаю, посмотрю подробно потом. Ну, такие вот простенькие бусики. Дальше брошь с гранатовым стеклом. Красивая, немножко погнутая игла, но я ее выпрямлю. Никаких утрат нет. Красивая. А вот эта брошь просто какая-то чудесная. Здесь не хватает, вот видите, здесь маленькие такие кабошончики. Вот они были вклеены, или это как смола такая какая-то цветная на вот этих вот точечках. 4 точечки не хватает. Здесь я вижу, не хватает малюсеньких кристалликов на цветочках. Но что самое интересное в этой броши, это марказиты на листочках. Марказиты. И вот этот марказит я никогда не видела такой формы, продолговатой. Брошь шикарная. Просто шикарная. Следующая брошь, я бы сказала, в стиле Ар-Нуво. И, возможно, она очень старая. А может быть, это 60-е.
Все замочки рабочие. Здесь тоже не хватает синенького кристалла. Вот здесь в серединке цветка. Но это легко все можно починить. Так, это, ну, это как бы, ну, такое, знаете, как бы такие вещи. Если ты покупаешь лот, то вот довесок бывает вот такой. Какой-то морской конек. Дальше такая цепь, как змейка, для какого-то большого кулона подойдет. Она очень длинная, наверное, сантиметров 60 будет здесь. Так, ну это что-то совсем такое простое и дешевое. Браслетик с ключиками. Дальше еще одни бусы. Ну вот они, видно, что старые. Такое синее стекло. Это стеклянные бусины. И видно, что бусы очень старые. Хотя замок, возможно, был поставлен новый. А еще какая-то цепочка. В этом лоте последняя. Просто вот так. По-моему, замочек здесь сломан, да. Здесь сломан замок. Не хватает. Подождите, возможно, это вот так вот. Ну, все равно карабин сломан. И мне кажется, что его можно застегнуть на любую длину. Такое колье похоже по типа ривьера. Колье ривьера — это когда оно состоит из вот таких вот одинаковых кабошонов, кристаллов. Вот. Ну, красиво. Его можно, я думаю, в 2 ряда надеть. Так, и остались здесь запонки. Запонки красивые. Не знаю, по-моему, это не похоже на стекло. Не знаю. А вот это вот уже похоже на перламутр. Перламутровые запонки, но металл такой, знаете, легкий какой-то. Такие же, как и эти вставки, только зеленые и немножко на других запонках. Видите, как они выглядят? Не так, как более новые запонки, не вот такие прямые, а они немного изогнутые. И здесь с внутренней стороны тоже красивая ножка с тиснением. Эти запонки явно старше. И зеленая вставка какая-то, похожа на какую-то смолу. Не знаю. И 4-я пара запонок тоже такие же, как и эти зеленые, только здесь вставки уже нет, а напоминают они пуговицы. И последнее в этом лоте зажим для галстука, фиксер. Ну, такой простенький. Один камушек выпал, он из этой вот броши. Так, один здесь уже есть. Ну вот примерно так. Все очень красивое.
Ну и третий пакет из посылки. Рассмотрим, что же здесь интересного. Так, все запуталось. Кулон на цепочке. Цепочка, конечно, так себе. А вот кулон интересный. И, по-моему, он стеклянный. Да, это стеклянный кулон. Но здесь тоже вот не хватает выпавших камешков. Они, конечно, легко восстанавливаемые. Это белые кристаллы. Я могу их найти. Кулон красивый. Ну, цепочка можно поменять, конечно. Наборная брошь из бисера. Здесь даже вот немножко торчат проволочки, лески. Красивая брошь. Нужно, и вроде бы лески торчат, но ничего, как будто бы на первый взгляд не утеряно, все на месте. Красивая такая звездочка из бусин и бисера. Настоящая такая Чехия. И знаете что? Это похоже на черную бижутерию. Но мне кажется, это 60-е, наверное, вот судя по заднику этому. Это, конечно, не черная бижутерия 19 века. Это уже более-менее новая. Следующий. Боже, какой красивый листик. Мне он сразу понравился на фотографии, но вживую он еще прелестнее. Это какое-то очень красивое перламутровое покрытие. Брошь абсолютно в стиле арт-нуво. Я сейчас посмотрю немножко в лупу. Да, очень красивое покрытие, вот такое перламутровое. И два маленьких кристаллика рубиновых. Прекрасная брошь. Просто сокровище. Я, честно говоря, торговалась с этим продавцом, потому что покупала я много, как видите, это все у одного продавца, но скидку он не давал. Ну, в общем-то, был прав, и я нисколечки не пожалела. И я нисколько не пожалела, что я купила этот лот. А вот эта брошь как будто хендмейд какой-то, такой, как будто это из пластики вылеплено. А может быть, так и есть. Но красивые розы, очень тонкая работа. Я показываю вам быстро, чтобы не задерживать видео. Не буду много рассуждать над этим всем. Бантик. Брошь тоже периода, наверное, 70-х. К сожалению, здесь вот нету багетного кристалла. Вот такого прямоугольного. Ну и нету простых кристаллов, не достают. Но если эти простые кристаллики вставить легко найти, то багетный очень сложно найти по размеру подходящий. Посмотрим, что будет дальше. Красивая брошь, цветок. Я бы сказала, обалденный. Такие вот розовые маркизы, кристаллы и квадратные белые. Здоровско, мне очень нравится. Это, наверное, судя по металлу, что он не такой темный, как будто бы брошь не слишком старая. По дизайну я бы сказала, что это 50-е, а вот по металлу, наверное, нет.
Еще одна брошь. Это настоящие цветы, залитые в смолу или в эпоксидку какую-то, я не знаю, как это называется. Выглядит она как леденец на палочке. Очень красиво и похоже на янтарь, но нет, конечно же, это не янтарь. А дальше вот такой кулон. Немножко странноватый. Как будто бы здесь были камни, но я не думаю, что они здесь были. Петелька как вроде бы перевернутая. Вот, судя по петельке, вот это лицо. Но я думаю, на самом деле лицевая сторона вот это. Ну, такой этнический кулон. И здесь вот есть шнурочек. Я думала, это от него. Но на нем другой кулон висит. Трудно сказать, что это. Напоминает фигурку женщины. Видно, что он очень старенький. Даже здесь вот запутались волосы. Не очень. Похоже просто на какую-то керамическую вставку. И здесь, наверное, в случайном порядке краски легли так, что они напоминают фигуру женщины. Браслет. Браслет очень старый. Затрудняюсь вообще его как-то идентифицировать. Ну, таких вот, знаете, как недорогих украшений бывает много. Ну, вот эту брошь можно сразу выкинуть, потому что она полностью пластиковая. Даже вот эта вот а-ля металлическая часть, это пластик, полностью облезшие бусины. Ничего здесь ценного нет, это вообще просто мусор. Еще одни старые бусы. Наверное, они стеклянные. А может быть, это такая керамика. Нет, наверное, такое стекло. Но красивые. Красивые старинные бусы. Я не знаю, есть ли любительницы носить, но в любом случае, я думаю, что их нужно комбинировать с чем-то. Ну и последняя брошь. Это вот кусочек перламутра. Это кусочек перламутра. И на нем вырезан листик. Кусочек ракушки. Такой вот листик. Красивый. Вот такая распаковка на сегодня. Удачная это была посылка или нет, каждый может решить сам. Для меня она была удачной. В ней было достаточно сюрпризов, и она однозначно стоит тех денег, которые я за это все заплатила. На сегодня это все. До встречи в следующем видео. Пока!